Все, затишье перед бурей. От трассы до трассы приходится добираться вот такими путями, потому что здесь это шоссе, и здесь нет никаких дорог. О, ничего себе. Останки от моста. Катаемся по Каунасу вместе. Если меня не задавят. Эй, всем привет! Вы на канале Дурной Том. Я начинаю автостопить, и это первая серия моего путешествия из Латвии по Европе. Здесь, кстати, начинается строительство железной дороги из Европы до Эстонии. Ну, точнее, Эстония это тоже Европа на самом деле. Ну вот, начинается строительство, поэтому нужно разобраться, куда мне отправляться дальше, потому что здесь идет ремонт, и все дороги выглядят вот так вот. Здесь вот круговое движение. Дороги как таковой толком и нет, потому что до этого это была трасса. Но я отправлюсь в том направлении. Я не могу записать видео, потому что скоро она вот по этим кругам сейчас катается, ее все время слышно. Я думаю, что запишу через секундочку. А по своему опыту я могу сказать, что автостопить можно начинать уже здесь, с любого момента, как выезжаешь, в принципе, за город. Но у меня в одной руке камера, в другой руке у меня вот эта штука, и поэтому я не могу это сделать на камеру. Но здесь всего две полосы, идет бордюр, я его вначале не заметил. Так что получается, что машине даже негде остановиться, я буду искать место, где машина сможет остановиться у обочины хотя бы. Довольно сложно записать хоть какое-то видео, потому что здесь дорога вот такая, здесь опасно идти по ней, можно споткнуться в любой момент. Машины приезжают, и плюс ветрено. Как только вот опять машины едут. Все, затишье перед бурей, я вижу, что машины надвигаются. И поэтому я постараюсь хоть чуть-чуть записать сейчас видео. Я нашел одно местечко, я вышел уже за границу Риги. Я вижу одно местечко, на котором я хочу постоять хотя бы минут 20-30. И в надежде, что поймаю первую машину. А вот это место. Здесь, получается, перед поворотом такой кармашек. Но я могу хотя бы здесь встать и ловить машины. Вот, кстати, они подъезжают уже. Меня радует, что есть хотя бы хоть какая-то реакция от людей. Люди приезжают, хотя бы хоть что-то показывают. Это уже отличный знак. Я это скажу не понаслышке. Ну вот, это уже вторая машина. Я выехал из Риги. Сейчас мы едем в город Балтика. Это последний город в Латвии. И я хочу спросить у своего водителя, почему вы помогаете, почему вы остановились? Я просто так. Я езжу каждый день по этой трассе. Я так останавливаюсь, если не могу помочь, и все. Ну вот, человек просто ездит каждый день по работе и решил помочь. Просто многих интересует этот вопрос, какой целью так помогают водители. Я вот буду периодически спрашивать русскоговорящих водителей на эту тему. Вот я и прошел почти весь город Балтику насквозь. Все потому, что я стоял где-то час перед городом в надежде, что кто-нибудь из Литвы меня подберет. Но, к сожалению, час и ни одной машины, ни одна машина не остановилась. Поэтому я сейчас решил пройти через весь город и найти новое местечко уже ближе к границе. То есть я прошел пешком, наверное, километров 5-6. Практически добрался до Поневежица. Получается, что вот это место, на котором я стоял на трассе, я постоял там, наверное, меньше 5 минут, и мне повезло поймать машину. И причем это фура. Я был уверен, что на фуре я не смогу уехать. Но тем не менее, вот мы сейчас отправляемся уже дальше. И поэтому я немножко покажу, как выглядит вообще кабина, потому что я думаю, немногие люди были внутри кабины. Здесь, короче говоря, куча шкафчиков, света. Здесь спальные места, два одно над другим. Место водителя. Здесь центральная консоль. И здесь второе место, где я сижу. Огромные зеркала с шикарным обзором. И здесь еще вот такой вот, такая типа линза наклеена. Я думаю, это для того, чтобы, скорее всего, не слепило водителя. Но из немного грустных новостей, то, что до заката остается, мне кажется, часа два. Я смотрю так по солнцу, часа 2-2,5. Я смогу поймать машину от Поневежеса до Каунаса и ехать где-то 100 километров. Если я поймаю машину, то я уверен, что я доеду сразу до города Каунас. Все, уехал мой водитель, Евгений, и я отправляюсь туда вот вдаль. Извините за сильный ветер, я отправляюсь вот туда вдаль и буду стопить уже машину до Каунаса. Надеюсь, что это будет последняя машина на сегодня. От трассы до трассы приходится добираться вот такими путями, потому что здесь это шоссе, и здесь нет никаких дорог. Ну вот, за мной видно, что ничего нет. А с другой стороны там вообще забор. Зато из плюсов, извините еще раз за ветер, зато из плюсов то, что две трассы объединяются в одну, и будет в 2 раза больше шансов поймать хоть какую-то машину.
Здесь дует очень сильный ветер на трассе. А я уже не говорю, когда приезжают грузовики, меня чуть бы не сдуло. О, еще одна машина, я попробую все-таки остановить ее. Кто знает. Вот позади это остановка, которую мне посоветовал Евгений, и знак Каунас 98. Так что будем стопить. И не прошло 10 минут, и снова машина до Каунаса. Вот, мне уже открыли багажник. Так что круто. Примерно в этот момент мой водитель начал рассказывать историю про разрушенный мост, и я не совсем понимал, о чем речь. Но когда мы подъехали поближе, я увидел то, что осталось от моста. А история такая. Во время демонтажа часть моста рухнула, и упавшая часть весила примерно 400 тонн. К счастью, никто не пострадал, пусть даже в этот момент под мостом приезжали машины. Демонтаж, да? Демонтаж? Да. Сделала какую-то ошибку. Все, что при строительстве было, или да, как? там мост Перевернулся, да? Это было очень не смешно. Ничего себе. Ну все, я добрался до Каунаса и сейчас отправляюсь к своему первому хосту в Каунасе. И в первому хосту вообще в этом приключении, в этом путешествии. Так что скоро я вас познакомлю с Ольгой. Это мой первый хост. Сегодня я уже не смогу показать город, потому что, мне кажется, уже слишком темно. Да и, честно говоря, я очень устал, потому что пришлось довольно много идти по трассе. Да и вообще, в целом, как-то довольно много провел на ногах. Я немножко отвык уже ходить столько. Но завтра я обязательно покажу, как выглядит город, потому что я планирую остаться где-то на день или на два и прогуляемся по Каунасу вместе, если меня не задавят. Да, меня все-таки не задавили. Спасибо. Эй, привет! Давно не виделись. Все, гипербомж добрался. Я сейчас покажу, как выглядит моя обувь, потому что это... Я ее уже помыл чуть-чуть на трассе, да, имею в виду снегом. Но сейчас покажу, что каждый день придется мыть обувь 100%. Я сейчас нахожусь в центре Каунаса. К сожалению, мне пришлось потратиться, чтобы забраться сюда. Если вам кажется, что это церковь, ну и да, и нет. Хочу пойти в сторону старого города, а по пути есть несколько пешеходных улиц, которые находятся примерно в этом районе. Поэтому они в любом случае у меня на пути. Поэтому посмотрим и центр, и старый город. А у меня за спиной находится станция фуникулера, при помощи которого можно отправиться на трамвайчике в город. Но я пройдусь пешком, потому что, во-первых, бюджет. Да, кстати, бюджет минус 1,5 евро, то есть у меня остается 98,50. Но я думаю, мне этих денег хватит для того, чтобы добраться как минимум до Австрии. А мне почему-то хочется посмотреть, что находится внутри этой конструкции, потому что не видно, что здесь как будто бы внутри что-то есть, но явно чем-то заполнено пространство. Внутри идут какие-то ремонтные работы. К сожалению, ничего не было видно. Есть две возможности. Первая — это подняться по лестнице. Здесь, наверное, где-то этажей 12. Либо на лифте. Но на лифте стоит 2,50. Кстати, я, может быть, смогу спуститься? О, кайф. Ну вот, пришел лифт, поэтому мы отправимся от Church. Закрываем двери. Ну, я думал, что здесь откроется какой-то шикарный вид, но здесь просто зеркальная стенка и лифт. Я заметил, что здесь 3 этажа. Третий — это терраса, второй — это орган, и первый — это сама церковь. Точнее, вход в церковь, наверное. Ну вот, я спустился на первый этаж, и оказывается, что вход в церковь тоже открыт. Здесь такой здоровенный зал просто. А на втором этаже орган, но туда я попасть, наверное, либо не смогу, но в любом случае я туда не пойду. В Каунасе есть 2 линии фуникулера, далеко не в каждом городе есть даже одна, а здесь целых 2. Стоимость спуска на фуникулере составляет 1 евро, бесплатно для детей до 7 лет и для велосипедов. Я не знаю, за что платить 1 евро, потому что спускаться — это одно удовольствие.
Но вот подниматься вверх, я думаю, стоит заплатить еврик, чтобы иметь такую возможность прокатиться на одном из единственных фуникулеров, мне кажется, вообще во всей Прибалтике. Каунас – это второй по величине город в Литве с населением чуть больше 300 тысяч. Почти 95% населения Каунаса – это литовцы, но около 80% населения говорят как минимум на 2 языках. В основном, конечно, это русский язык. Наверное, где-то 60% литовцев говорят на русском языке. И это, кстати, очень круто. Это аллея Лайсвес, самая длинная пешеходная аллея в Каунасе и, возможно, даже во всей Европе. Конечно же, с огромным количеством магазинов, кафешек, ресторанов. То есть это такое очень туристическое место, куда люди приезжают либо отдохнуть, либо просто потратить свои денежки. Очень много красивых домов, отреставрированных. И практически каждый дом в своем стиле. То есть 2 повторяющихся я пока еще не видел. Я, как всегда, что-нибудь скажу, а потом 3 одинаковых дома. 1, 2, 3. Аллея очень длинная, и она заканчивается как раз-таки в старом городе, куда я сейчас и направляюсь. Но пока иду до старого города, я расскажу то, что я сегодня прочитал утром. 100 лет назад Каунас был столицей, а все потому, что польская армия захватила часть Литвы, и Вильнюс был под влиянием Польши, поэтому Каунас около 20 лет исполнял роль столицы. Еще мне было любопытно узнать, какая средняя зарплата в Литве. И в одной статье сказали, что средняя зарплата за 10 лет выросла на 100%. До 21 тысячи евро за год. Ну, это понятное дело, что до уплаты налогов. И это примерно так же, как говорят ребенку, что он будет расти бесконечно долго. Но, к сожалению, в 15 лет рост приостанавливается. И до 3 метров у нас никто пока не дорос. В общем, средняя зарплата в Литве в любом случае ниже, чем в Европе. Эта аллея, она какая-то просто бесконечная. Я прошел уже по аллее несколько сотен метров. Аллея сделала поворот, и открываются новые виды. Новый поворот, опять новые виды. Сейчас покажу, как это реально круто выглядит. Я уже так долго иду по этой аллее, что у меня сложилось чувство, что я вышел в соседний город, поэтому мне пришлось свериться с картой. А передо мной находится замок, куда я, в принципе, и отправляюсь. Но, к сожалению, к тому моменту, как я до него доберусь, останется всего лишь 1/3 замка, которая была до этого. А замок находится в классном месте, он находится между 2 речками, и его окружают, и куча рвов еще вокруг. Если вот это только треть, то получается здесь было всего 3 башни. Ну, логично. Я обойду с другой стороны, посмотрю, может быть, есть какой-то вход на территорию. Но я только сейчас понял, что я в Каунасе, оказывается, был, потому что я помню этот вид на замок. А замка реально осталась только 1/3. Ну, здесь не на что смотреть. Ну и народа здесь, кстати, тоже нет. Я единственный, кто пришел посмотреть на замок. Но внутри я посмотрел, что есть музей, но в музей я пока не отправляюсь. Вдалеке виднеется дорожка и речка, и точнее их там даже 2 реки, и они объединяются в одну речку. Вот речка идет. Если честно, я надеялся, что кто-нибудь из местных проведет нам с вами экскурсию по городу, но, к сожалению, в этом выпуске я ваш экскурсовод. Но ничего страшного, потому что у нас впереди еще Вильнюс. Я надеюсь, кто-нибудь там все-таки сможет нам показать город и рассказать какую-то историю и какие-то свои нюансы.